Друзья, всем привет! Как и всегда, вы на канале Realistic PES, и я не могу игнорировать тот факт, что вам интересны новости по eFootball 2024. Парадокс, но официальных новостей от Konami мы как таковых не располагаем, но зато есть множество слухов от Ренана Гальвани, ну и в целом, которые витают в комьюнити. И учитывая, что они из раза в раз появляются на просторах сети, я не могу оставить вас без них. И поэтому в сегодняшнем ролике вновь обратимся к будущему обновлению до сезона 23-24. Раскрываем подробности мастер-лиги в eFootball 2024, слухи касаемо режима редактирования на Xbox, а также раскрываем планы Konami на обновление до eFootball 2024. Обещаю, вам будет интересно, особенно если вы не видели предыдущие ролики, поэтому устраивайтесь поудобнее, поддержите это видео своими лайками, пишите комментарии, так вы помогаете распространению этого видео, и обязательно подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Очевидно, что после нескольких месяцев простоя eFootball Konami не смогут оставить игру в прежнем виде после обновления до 24 части, а поэтому придется не только что-то добавлять в игру, но и ее всячески видоизменять. И таким образом Ренан Гальвани сообщает, что после обновления до релиза eFootball 2024 Konami планирует привнести улучшенную графику, две новые игровые механики, совместную игру и кроссплей. Что интересно, здесь также упоминается и кооп, который мы вроде как ожидаем летом. Но учитывая изменчивость планов, в принципе такой вариант развития событий также нельзя исключать, поэтому остается лишь просто ждать и за всем этим наблюдать. Касаемо оффлайн режимов, мастер-лиги, режима редактирования, они также ожидаются, но намного позже, ближе к концу года. И если я не ошибаюсь, то в комментариях под тематическими видео, где мы обсуждали мастер-лигу, возникали вопросы, а как в нее играть, если не будет редактора? На этот вопрос также имеется ответ, ведь судя по всему, редактор появится либо вместе с мастер-лигой в одно и то же время, либо немного раньше этого режима. Но один факт остается неизменным: мастер-лига не появится в игре раньше режима редактирования. И на самом деле это имеет свой смысл, потому что кому будет интересно играть в мастер-лиге за фейковые команды? И давайте не будем использовать вот этот вот избитый тейк о том, что а кто вообще будет играть в мастер-лигу, играть с компьютером? Речь сейчас вообще не об этом. Также Гальвани уточняет насчет режима редактирования на Xbox, а именно насчет импортирования файлов. Как вам всем известно, на Xbox такая возможность отсутствует, поэтому графические патчи, где можно добавить логотипы, формы, спонсоров и так далее, это остается доступным только на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. На Xbox, к сожалению, такая функция недоступна, и, судя по всему, не будет доступна и в eFootball. Политика Microsoft в этом отношении не изменилась, а поэтому изменений ожидать не стоит. Ну и самое вкусное и аппетитное на концовку, а именно подробности мастер-лиги. Как я неоднократно упоминал по ходу этого видео, обо всем этом, ну или по крайней мере о большей части информации мы говорили в предыдущих роликах, но есть кое-что и новое. А именно, мастер-лига в eFootball 2024 будет идейным продолжителем режима из PES 2021. Мы это также обсуждали, были дискуссии, хорошо это или плохо. Я рассчитаю, что это хорошо, потому что режим в 21 части далеко неплохой, и если его разнообразить, будет вообще круто. Соответственно, будет больше кат-сцен и диалогов, и, соответственно, ваши ответы в этих диалогах будут влиять на команду и в целом развитие событий. Упоминается о большей глубине в управлении клубом и переговорах. Наверное, что-то наподобие того, что было в последних частях FIFA. Опять же упоминаются микротранзакции. И что самое интересное, Гальвани подмечает, что эти микротранзакции косметические, то есть, судя по всему, непосредственно на игровой процесс они не сильно будут влиять, но будут влиять на то, как это, возможно, будет отображаться, выглядеть, ну и всячески его разнообразить, не вмешиваясь в геймдизайн. Ну и, конечно же, редактор. То есть редактор и мастер-лига — это два неотъемлемых режима, и они идут бок о бок, что и подтверждает вся информация, упомянутая ранее. Ну и на этом наш нескончаемый поток информации по будущему обновлению до eFootball 2024 подходит к своему завершению. В комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного, какие у вас ожидания, как сильно ждете мастер-лигу, какие ожидания от геймплея, игровых механик после обновления до eFootball 2024. Обязательно делитесь всем этим в комментариях. Не забывайте поддерживать также это видео своими лайками, репостами, подписками на канал с колокольчиком, если вы здесь впервые. Ну и про наши соцсети также не забывайте. Я же всех благодарю за просмотр и вашу активность, и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!